Добрый день, уважаемые зрители! Хочу вам рассказать историю одной семьи, родители которой стали жертвами пропаганды и не смогли смириться с переездом дочери в другую страну, свое несогласие выражая угрозами. Добрый день, Аня. Я правильно все рассказал? Или было все по-другому? Расскажи, пожалуйста, историю своей жизни, почему ты ушла из дома. Добрый день. Да, это так. Я ушла из дома и переехала в другую страну, потому что вижу в этом путь к жизни, который хотела. Мне всегда хотелось чувствовать себя безопасно и свободно, путешествовать и заниматься любимым делом. Но, к сожалению, мои родители не поддержали мой выбор переезда из-за политической ненависти к Турции. Но из-за обстановки политической в России у меня не было другого выбора страны, где была бы возможность встать на ноги и двигаться дальше. Аня, насколько я знаю, когда мы жили в России, вы вместе с мамой уезжали от папы в Крым. Расскажи поподробнее, в чем причина и почему мама не защищает тебя, если она знает, какой у тебя папа. Да, мы в прошлом году с мамой уезжали в Крым из-за отношений с родителями. У них в отношениях было плохо, скажем так. И не сказав ничего, мы с мамой уехали, так как боялись за его агрессивную реакцию на то, что вот мы захотели уйти. Сейчас она его поддерживает, потому что любит, потому что заодно с ним. И поэтому они вместе не поддерживают сейчас мой выбор, то, что я решила переехать. Ну понятно. Аня, скажи, сколько тебе лет? Твой папа обвиняет нас в том, что мы тебя завербовали, что мы сатанисты. Дочь моего называет лесбиянкой, объясняя это фотографией, которую она сделала для портфолио, так как мечтала стать моделью. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Мне 19 лет. Да, мой отец считает, что я не способна думать свободно и принимать сама решения. Поэтому он обвиняет вашу семью, считая, что вы мной управляете. Он считает, что из-за дружбы с Алиной я начала принимать себя и определять собственное мнение, говоря, что это неправильно, и мнение может быть только одно правильное. Я же считаю, что каждый человек сам определяет, что для него правильно, беря в основу Божьей заповеди. По поводу того, что он называет мою подругу лесбиянкой, объясняя это фотографией. Данное фото было сделано пару лет назад и не несло в себе никакой подобной информации, но разве что несло то, что подражание модельным, модным фотографиям. Мы же с Алиной как сестры, мы близкие друзья. Аня, ты знаешь, что помимо обвинений твой папа угрожает физической расправой мне и моей семье и обвиняет, что мы виноваты в том, что ты ушла из дома. Верно. Он считает, что ваша семья оскорбила его тем, что помогла мне с переездом. И поэтому всячески хочет отомстить, угрожая расправой. Мой уход из дома был связан только с политической обстановкой в России и моим желанием жить свободно. И последний вопрос, Аня. Ты хочешь уехать в Россию к родителям домой, или ты хочешь остаться жить в Турции? На данный момент я хочу остаться в Турции, чтобы встать на ноги и реализоваться в будущем. Ну, как видите, уважаемые зрители, из моего разговора с Аней видно, что она, во-первых, совершеннолетняя, ей 19 лет, и имеет право решать, где ей лучше жить, и никто насильно в Турции ее не удерживает. Если Аня захочет, она в любой момент может уехать домой к родителям. А выгонять Аню никто не собирается. Я понимаю смысл всех угроз со стороны ее папы. Он пытается достать нас, чтобы мы выгнали Аню. Но у него ничего не получится. Если бы Россия была правовым государством, а не концлагерем, за все угрозы, с которыми можно будет ознакомиться по ссылке,
его бы привлекли к уголовной ответственности. Я думаю, он почувствует разницу, если решит выполнить свои обещания и приедет в Турцию. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и поменьше смотрите зомбоящик, чтобы не стать жертвой пропаганды.